Здравствуйте! В рамках данного ролика я хочу порассуждать и рассказать свою историю об одной из особенностей моего хобби, моего собирательства бумажных денежных знаков, а именно о том, что по России, СССР, ну, скажем так, начиная с Шиповщины и дальше, там, где была сквозная уникальная нумерация, не берем там пятаковки, совзнаки и так далее, по таким по банкнотам с уникальной нумерацией, я стараюсь по возможности класть себе в альбом пары с номерами подряд. И это такая, ну, на первый взгляд, достаточно странная особенность, но мне именно этот момент для меня является принципиально важным, интересным. Почему? Потому что вот в какой-то момент в детстве, вот фактически, вот эта пара рублей мне была выдана родителями, соответственно, в 91 году. Я был ребенком, я не помню, надо было сходить в магазин или там просто на мороженое выдавалось, не помню, не буду врать, цены не помню, месяц не помню. Очень хорошо помню, что, ну, конечно, я имел опыт взаимодействия с бумажными деньгами советскими, но не задумывался о том, что они когда-то кем-то печатаются, упаковываются в пачки, в корешки и нумеруются, и изначально, будучи новыми, тогда по-детски, если говорить, новыми, они идут, у них нумерация с номерами подряд. Да, у меня был какой-то опыт детского коллекционирования там монеток, но монетки у нас не нумеруются, а здесь у нас особенность на бумажных деньгах. Есть уникальный номер, и это принципиальным образом отличает их от других видов. Ну, там тоже, не знаю, филателии, или, хотя есть номерные блоки, безусловно, или, ну, тем более нумизматики, где монеты не имеют своих уникальных номеров, а вот банкноты имеют. Поэтому я стал на это обращать внимание. Это пара рублей. Вот с тех пор, я не помню каким образом, но она у меня осталась. В магазин я сходил с другими деньгами. А вот, ну, видите, да, это недалеко не АНС. Сейчас, может быть, там XF. Можно это считать, но это неправильное детское хранение, но это, именно эта пара, она мне дорога, потому что именно с нее вот началось вообще мое увлечение бумажными именно денежными знаками и, собственно, вот с такими вот особенностями это увлечение. Покажу несколько зарисовок из своих альбомов, естественно, ну, касаемо этой темы, естественно, не буду там все пролистывать. 91 год это так, я для фона открыл. Давайте что-нибудь. Это у меня альбом 61-го, 91 года. Что здесь у меня? Ну вот, например, чтобы были полные листы, 50 рублей первого выпуска серии АА, номера подряд, второго типа по Засько, если говорить, под 91 год. 92 год, то есть банкноты с парами с номерами подряд. Если взять там условно 93 год, там, не знаю, белая и серая бумага, здесь варианты большие, малые литеры, то же самое. Там 500 рублей, ну, аналогично. То есть вот так у меня формировалась с годами моя подборка банкнот. Ну и также я и сейчас стараюсь этого придерживаться по возможности. В некоторых моментах интересные. Там вот сложно, конечно, с высокими номиналами, но тем не менее это дополнительный какой-то такой азарт поиска, потому что там, условно говоря, Шиповщину собрать, я покажу сейчас, наверное, какой-нибудь альбом Шиповщины, несложно, даже по кассирам, но парами собрать уже будет сложнее. Те же самые 93-94 год, вот они, здесь сильно изгибать не буду, ну вот. Вот такая особенность. А в каких-то моментах, когда всплывают так называемые клады, ну там грех не взять пару, потому что это все-таки такое дополнительное подтверждение. Вот если помните, если знаете, вот когда всплыл клад, в кавычках, да, вот этот военных чеков в Средней Азии, не помню в какой стране, то есть это не является темой там моего собирательства, но было интересно, стоило дешево на тот момент, тем более, что до этого момента это были уникальные вещи, особенно 50 рублей там обсуждалось подробно. И когда у человека корешок, ну вот хочется взять и упаковку корешка, и пару банкнот. Вот так вот это выглядит. Упаковка и пара банкнот. Ну, вот у него корешок в руках, ну как купить одну банкноту, сами понимаете.
одну монету из мешка, там, да, россыпью можно взять, а здесь вот хочется, чтобы они вот были рядом. Есть несколько моментов, которые именно этому типу собирательства связаны с этим типом. Я сейчас расскажу, давайте какой-нибудь другой альбом возьму и продолжим. Ну, вот, например, с червонцами 1937 года уже посложнее подобрать было. Ну, если не гнаться за вариантами литер каких-то, то вот вполне возможно тоже пары положить. Хотя зачастую в ущерб. То есть для меня приоритет не положить пару, чем положить там одну банкноту в состоянии анс. Пара для меня, ну, лично для меня ценней. А вот эти вот очевидно мытые были банкноты, вот эти 5 червонцев. Надо бы их поменять, но видите, да, пятна проступили. Но тем не менее вот они лежат. Или там, допустим, 47-57 год. Но рубли просто здесь тоже видно, что когда-то люди, да, по номерам даже видно, что люди откладывали что-то такое, что было, казалось красивым. Вот они у меня лежат. Или 3 рубля, 5 рублей. Понятно, что если брать одну банкноту, то есть из ряда банкнотного, то ее легко закрыть, а вот парой закрыть сложнее. Ну, по возможности получается. Закрываю. Упаковка от 47 года, да, смотрите, прям 47, 50 и 100 рублей. Вот они, 50 рублей. Пара известная, тоже это клад. Ну и специфика таких возможностей покупки таких пар, это всегда какая-то история, это какой-то клад, либо какая-то, ну, такие вещи, когда человек откладывал заветно. То есть это практически гарантированно банкноты не из оборота и не восстановленные. Потому что, ну, бывает, конечно, но чаще всего есть какая-то история за этим корешком, в которой, или часть корешка, когда распродается, и ты можешь положить себе пару с номерами подряд выбрать. Ну, или те же самые вот 100 рублей, например. Ну, здесь все видно, уже так внахлёст лежат. 47 года разных серий. Большая-большая, малая-малая. То есть понятно, что получается достаточно продолжительный период собирательства, и не всегда попадаются такие вещи, но тем ценнее такие находки. Лично для меня, по крайней мере. Сейчас еще что-нибудь покажем. А если продолжить с альбомом по шиповщине, то тоже есть интересные моменты в таком собирательстве. Ну, здесь условно можно сказать шиповщина, потому что это Шипов с длинным номером, Шипов Афанасьев, а это вот Тимашев Наумов. Ну, кто-то когда-то эти 2 рубля отложил же, положил, оставил. Интересно. Это просто рубли по кассирам и по направлениям водяных знаков. Это не очень интересно. Вот трешки, допустим, да, они все с длинным номером. Вот, ладно, Шипов. Это вот Коншин. Тоже такая интересная пара. С 2 нулями первыми. Что сподвигло человека тогда их не потратить, не знаю. Простые трешки, не знаю, насколько интересно их листать. Просто шиповщина. Это все советский выпуск. Я по шиповщине ориентируюсь вот на эту книжку Федота Федотовича. По ней работаю, в кавычках работаю. Вот пятерки, допустим, с длинным номером. Короткий номер я даже не стал класть, выкладывать в альбом. Мне очень интересно. А длинный номер, вот Коншин, вот Коншин. Интересно. Или же вот, например, да, это Шиповщина, Бубякин. Ну, достаточно много пятерок получается. Несложно. Или вот это вот я помню, когда распродавался этот корешок, продавец просто вот россыпью показал, что кому, ну, как бы на продажу. Я выбрал себе конкретно. Он прислал в итоге именно эти номера. Смотрите, то, что в современном мире у современных банистов называется радаром. И всего 2 цифры, семерки и нули. Красиво. Ну и сосед его, соответственно, по корешку. Или вот, например, интересный, тоже можно рассказать, интересный момент, тоже опыт коллекционирования, собирательства. Сейчас я положу, чтобы было видно. Вот эти вот 2 десятки я покупал просто как, просто потому что серия АА,
Ну, хотя это не стартовая серия, безусловно, но просто, да, чтобы было дополнительно. Чихаджин у меня, в принципе, есть, но было интересно купить АА, и в итоге человек присылает мне вот эту пару. И теперь посмотрите внимательно. Наблюдательный человек сразу увидит, конечно, что у нас здесь сбой нумератора, брак. То есть здесь у нас средние цифры 20, 27, да, здесь 20, 27, а здесь 70, 28 и 60, 28. То есть получается это как минимум просто брак, сбой нумератора, а как максимум это и двойной сбой, потому что здесь вместо двойки шестерки и семерки. Хотя, может быть, подложили из другого. Ну, последние цифры правильные. Видите, 28, здесь 27. Очевидно, что это один корешок из одного корешка. Но здесь продавец просто не заметил, прислал. Я тоже не сразу увидел. Когда увидел, уже разложил потом на две отдельных ячейки, чтобы было видно. Вот. Поэтому есть такие моменты интересные. Тоже Коншин Мец. Хотя, видите, тоже это с перегибами, даже с надрывами, но это пара с номерами подряд. Для меня это ценнее, чем если бы это был просто тот же кассир, тот же управляющий, но одна банкнота, и пусть даже иванцы. Вот эта история для меня как бы больше роли играет, интересней. Десятки, очень много вариантов, очень несложно, их больше всего в корешках. Здесь я разделял по, соответственно, периоду выпуска, временное правительство, советское правительство. И даже вот еще не доразложил, у меня лежало долго, вот сейчас при случае последний из советского правительства, вот я отмечаю по Федоту Федотовичу. Иванов, Шипов Иванов, простой Иванов, не Г. Иванов, а простой. Вот он. Ну, продавец продавал сразу по 10 штук. Ну, купила 10 штук там. Теперь надо будет положить. Наверное, положу. Это будет все по временному правительству, парой с номерами подряд. И кроме самых редких вариантов, вот этот Г. Иванов и Морозов. Ну, Морозов вообще редкий, понятно. Вот 10 штук. Ну, можно выбрать из чего-то. Вот 999, 3 нуля. Наверное, их и положу себе. Остальные там уже как пойдет. Вот. Более крупные номиналы тоже интересно, но они, конечно, пореже. 25 рублей не так сложно. Тоже пары положить. Полтинники уже были потяжелее. Что у меня там дальше? Ну, сотня. Вот отсюда покажу. Вот они. Сотни. Это 500-ка одна лежит, неважно. 500-ки по разным вариантам подписей. Тоже так не сходу. Обычно все-таки по одной продают, хотя когда всплывают корешки. Понятно, что это советское правительство, это не сложно, но тем не менее, вот да, по подписям. Вот такой вот опыт у меня собирательства, особенность моего хобби. Я знаю, что есть, от продавцов слышал, что есть как минимум еще несколько человек, которые собирают так же. Не знаю, может быть, благодаря этому видео и там найдутся эти люди, начнется общение. Потому что есть люди, да, продавцы мне говорили, что я не один такой, который вот так вот покупает банкноты. Вот, ну, такие вот дела. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, было интересно. Увидимся.